10 августа 2020 года Казахстан впервые отпраздновал День Абая. В рамках знакомства с казахской культурой мы решили выяснить, почему имя этого человека так популярно в народе. Почему его так любят и помнят, несмотря на то, что со дня его рождения прошло 175 лет. Абай Кунанбаев – мыслитель, философ, поэт, основоположник казахской письменной культуры. Его именем называли и называют школы, библиотеки, центральные улицы города и даже различные населенные пункты. Ибрагим Кунанбаев родился 29 июля, 10 августа по новому стилю в урочище Жидебай, нынешняя Семипалатинская область, в семье крупного бая Кунанбая. Кстати, нам удалось узнать, что Абай означает «осторожный». Это прозвище дала маленькому Ибрагиму его бабушка Зере, которая закрепилась за ним на всю жизнь. Абай рос любознательным, и отец рано отдал его на воспитание и обучение к мулле. Позже учеба была продолжена в медресе, где преподавали персидский, арабский и другие восточные языки. С 13 лет отец Кунанбай начал готовить Абая к посту главы рода, но в 28 лет Абай отходит от этой деятельности, полностью посвятив себя самообразованию. Только к 40 годам он создает свои первые взрослые стихотворения. На мировоззрение Абая повлияло общение с политическими ссыльными, а также его увлечение восточными гуманистами. В итоге Абай стал жестким демократом. Он выступал против рабского положения женщин, высмеивал некоторые из старинных обычаев, в своих стихах довольно жестко указывал на пропасть между богатыми и бедными. Интересы отца и сына часто не совпадали. Кунанбай в таких делах преследовал прежде всего выгоду для семьи. Абай стремился везде установить справедливость и поэтому выносил объективные и непредвзятые решения. Из-за этого отношения между отцом и сыном испортились так, что Абаю пришлось покинуть семью. Пожалуй, самым известным произведением Абая является «Слова назидания» или «Книга слов», состоящая из 45 кратких притч. Слова назидания точно и жестко описывают проблемы как человека, так и взаимоотношения людей. Многое из того, о чем он говорил, будет актуально, если не всегда, то, по крайней мере, очень и очень долго. Вот лишь некоторые цитаты. «Все мы приходим в этот мир не просто так. Мы появляемся с плачем и уходим в скорби. Самое ужасное, что человек перестал ценить жизнь. Жизнь — это великий дар, которому нет равных. Человек прожигает ее на споры, ссоры, зависимости и незначительные вещи. Часто мы спохватываемся, когда уже поздно. Жизнь нужно проживать здесь и сейчас. Никакие материальные блага не спасут нас от смертного часа». Почему мы превращаемся в скучных, серых людей, когда взрослеем? Вспомните себя в детстве. Вспомните тот поток энергии, которая била ключом. В нас горело любопытство, из-за которого мы могли забыть про сон и еду. Нужно ширить круг знаний, интересов, расширять свой кругозор всеми способами, общаться, обмениваться идеями, перестать все время думать о материальных ценностях. Мы взрослеем и в душе умираем. Мы смотрим на мир, забывая о душе и ее порывах. Почему, увидев хорошего человека из чужого рода, люди распинаются перед ним, восторгаясь его достоинствами, а в своем роду не замечают тех, кто превосходит чужаков в мудрости и благородстве? Актуально, не правда ли? И будет актуально еще очень и очень долго. Кроме всего прочего, Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Он переводил на казахский язык стихи Лермонтова и Пушкина. Также перевел немало басен Крылова. Всего Абаем создано около 170 стихотворений и сделано 56 переводов. Умер поэт в 1904 году.
Я думаю, ответ на наш вопрос в начале передачи напрашивается сам собой. Абай Кунанбаев велик тем, что посвятил свою жизнь на изучение жизни в деталях и подробностях. Посвятил время тому, на что у многих из нас не хватает времени. Посвятил время тому, чему мы не придаем важности, а зря. Ему удалось заглянуть в самую суть человеческого существования. Именно поэтому слова этого великого человека бьют в сердце и откликаются у людей во всем мире. Удивительно, что человечество в техническом плане развивается и эволюционирует семимильными шагами. Однако в общечеловеческом вопросе совершает одни и те же ошибки. И пока в нашей памяти и нашей истории будут такие великие люди, как Абай Кунанбаев, есть шанс, что наш мир будет добрее и справедливее. Алга.